Добрый день, уважаемые зрители! Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня я представляю вам развернутый обзор ключевых мировых событий на 3 октября 2025 года. Мы затронем горячие точки от Ближнего Востока до Украины, экономические потрясения в США, дипломатические прорывы в Азии, экологические вызовы и даже необычные истории, такие как белые медведи на Чукотке. Каждое событие я проанализирую с юридической точки зрения, чтобы вы понимали, как эти процессы влияют на глобальную политику, бизнес и нашу повседневную жизнь. Погружаемся в детали. Итак, Ближний Восток. Перехват гуманитарной флотилии. Одна из главных новостей – ситуация вокруг сектора Газа. Израильский флот перехватил флотилию Global Summit, направлявшуюся с гуманитарной помощью в Газу. Около 40 судов с 500 активистами, среди которых Грета Тунберг, внук Нельсона Манделы, Нкосина Тибика и европейские парламентарии, были перенаправлены в порт Ашдод. На борту символическая помощь, еда, медикаменты, палатки для жителей Газы, где, по данным ООН, из-за двухлетней блокады и боевых действий бушует гуманитарный кризис, включая голод. Мировая реакция была немедленной. В Италии объявили всеобщую забастовку на 4 октября, на завтра. Протесты прошли в Афинах, Берлине, Буэнос-Айресе, Мехико и Стамбуле. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф назвал действия Израиля подлым нападением, а президент ЮАР Сирил Рамафоса потребовал освобождения задержанных. Турция и Мексика направили ноты протеста. С юридической точки зрения, этот инцидент поднимает вопросы соблюдения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года АНКЛОС. Флотилия находилась в международных водах, что делает перехват сомнительным с точки зрения свободы судоходства по статье 87. Израиль оправдывает действия блокадой Газы, ссылаясь на право самообороны, статья 51 Устава ООН. Но Международный суд ООН ранее классифицировал действия в секторе как геноцид. Это создает почву для исков в Европейский суд по правам человека, особенно если активисты, такие как Тунберг, подадут жалобы. Для бизнеса это сигнал. Возможные санкции против Израиля или ограничения на экспорт из ЕС могут повлиять на цепочки поставок, особенно в технологиях и сельском хозяйстве. Теперь к Украине и России. В Европе накаляется ситуация вокруг Украины. США объявили о намерении предоставить Киеву разведданные о российских энергетических объектах для нанесения дальнобойных ударов. Это шаг к возможным поставкам ракет «Атакамс», хотя окончательное решение пока не принято. Тем временем Евросоюз анонсировал создание дроновой стены, системы защиты воздушного пространства на границе с Россией и Украиной. Проект, инициированный после инцидентов с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, оценивается в миллиарды евро и опирается на статью 51 Устава ООН о коллективной обороне. Венгрия продолжает блокировать новые санкции ЕС против России. Премьер Виктор Орбан заявил, что ограничения разрушают венгерскую экономику, зависящую от российского газа и нефти, через трубопровод «Дружба». В 2025 году Будапешт уже добился исключения из санкционных списков 4 россиян, включая министра спорта Михаила Дегтярева и бизнесмена Вячеслава Кантора, а также получил 550 миллионов евро из замороженных фондов ЕС. 19 миллиардов остаются заблокированными за нарушение верховенства права. Взамен Венгрия согласилась на 140 миллиардов евро кредита Украине, погашаемого за счет российских активов, но с реформой механизма санкций, переход от единогласия к квалифицированному большинству. Орбан также ввел зеркальные санкции против 12 украинских СМИ, ответив на запрет въезда венгерских чиновников в Киев.
С юридической точки зрения, позиция Венгрии подрывает единство ЕС, но опирается на статью 4.2 договора о ЕС, защищающую национальные интересы. Для бизнеса это означает нестабильность. Бренд подскочил на 5% из-за риска срыва поставок, а венгерские компании МОЛ и ОТП под ударом из-за возможных вторичных санкций США. Следующий дедлайн – ноябрь 2025 года, когда ЕС будет продлевать экономические санкции. По Северному потоку расследование взрывов газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года продвинулось вперед. Немецкие прокуроры арестовали двух украинцев: Сергея К., 49 лет, в Италии, и Владимира З. в Польше. Третий подозреваемый, предположительно дайвер, пока на свободе. Группа из 5-6 человек якобы использовала яхту «Андромеда» для установки взрывчатки. Украина отрицает причастность, но Германия требует экстрадиции. Юридически это дело подпадает под Конвенцию о защите подводных кабелей 1884 года и АНКЛОС. Взрывы вызвали экологический ущерб и усилили энергокризис в Европе, что может привести к искам против организаторов. Для бизнеса это напоминание: инвестиции в энергетику Балтики остаются рискованными. Теперь к США. Шатдаун в Соединенных Штатах начался первый с 2019 года правительственный шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, заморозив финансирование на 18 миллиардов долларов для транспорта Нью-Йорка и 8 миллиардов долларов для зеленых проектов в демократических штатах. Национальные парки сокращают работу. 800 тысяч федеральных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск. Президент Трамп заявил о возможных увольнениях в демократических агентствах, таких как ЕПА. Юридический шатдаун регулируется законом 31 USC, параграф 1341, запрещающим расходы без утвержденного бюджета. Для бизнеса это удар. Dow Jones упал на 2%, а компании, зависящие от госконтрактов, Boeing, Lockheed Martin, теряют миллиарды. Трамп также назвал мексиканские наркокартели незаконными комбатантами, оправдывая удары по их судам. 11 погибших в последнем инциденте. Это расширяет АУМ 2001 года, но создает риски для судоходства в Карибском бассейне. В Калифорнии пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Шеврон» в Эль-Сегундо осветил ночное небо Лос-Анджелеса. Эвакуация проведена. Жертв нет, но причины расследуются. Это усиливает волатильность на рынке нефти, где цены уже растут из-за санкционных рисков. Тем временем Китай запустил крупнейшую плавучую ветровую ферму. 7 лопастей, мощность на миллионы домов, что соответствует Парижскому соглашению 2015 года. Для инвесторов это сигнал. Зеленая энергетика в Азии растет, тогда как США под Трампом сокращают климатические программы. В обществе трагедия. Мир потерял Джейн Гудал, легендарного приматолога, чья работа легла в основу Конвенции о биологическом разнообразии 1992 года. В Мадагаскаре протесты молодежи против отключения воды и света привели к распуску правительства, а на Филиппинах землетрясение магнитудой 6,9 унесло 70 жизней. В Манчестере, Великобритания, 2 погибли в атаке на синагогу. Водитель въехал в толпу и начал нападение с ножом. Это подпадает под Конвенцию о борьбе с терроризмом 1997 года. Теперь к Азии. Когда-то мы упоминали парад в Китае 26 октября, посвященном 80-летию победы над Японией. Это было крупнейшее военное шоу за 6 лет. 12 тысяч солдат, гиперзвуковые ракеты DF-17 и DF-26D,
Гуам Киллер, крылатые ракеты YG-21 и лазерное оружие. Присутствовали 26 лидеров, включая Путина и Ким Чен Ына с дочерью. Запад бойкотировал парад, кроме двух стран. Си Цзиньпин подчеркнул непобедимость Китая. Стоимость парада около 5 миллиардов долларов. Юридически это демонстрация силы в рамках Женевских конвенций, но сигнал для Тайваня и США. В Азии намечаются важные события. Министр иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки впервые посетит Индию 9 октября для переговоров об экономической помощи. ООН временно сняла запрет на его поездки. Индия и Китай возобновляют прямые рейсы с 26 октября, что укрепляет связи в рамках БРИКС. Путин на Валдайском форуме поручил сократить импорт нефти в Индию, сбалансировав торговлю. Трамп посетит саммиты АСЕАН в Малайзии 26-28 октября, где возможна встреча с премьером Индии Моди. Необычная история с Чукотки. Белые медведи заняли заброшенную советскую метеостанцию на острове Колючин. Дроновые съемки 27 сентября показывают, как они бродят по зданиям, выглядывают из окон. На острове Врангеля, известном как детский сад медведей, популяция достигла 500 особей. Это привлекает туристов, но создает риски. Климатические изменения и доступ к пище, тюлени, отходы угрожают виду. Юридически это регулируется конвенцией СИТЕС 1973 года. Для экологов это сигнал. Нужны новые меры защиты Арктики. Теперь к экономике. Элон Маск приближается к статусу триллионера с состоянием 201 миллиард долларов. Топ-10 миллиардеров прибавили 201 миллиард долларов за сентябрь, а Алиса Уолтон Walmart стала самой богатой женщиной со 111,9 миллиардов долларов. Налоговое право США под ударом. IRS усиливает аудит, но Трамп обещает льготы для корпораций. Наука. Исследование EAT Lancet предлагает планетарную диету, которая сократит 11 миллионов смертей в год, сэкономит триллионы и замедлит изменение климата. Это соответствует Парижскому соглашению. В Индии готовят гиперзвуковую ракету DH-Vani к концу года, что усиливает гонку вооружений в Азии. Культура и спорт. Disney World в Орландо рекордно пуст. Очереди 24 минуты всего. Эксперты винят политику, отпугивающую семьи. В крикете скандал. Экс-капитан Пакистана упомянула Азад Кашмир на Women's World Cup, вызвав протесты Индии. Италия победила на чемпионате мира по волейболу, а Индия лидирует в стрельбе на ISSEF Junior World Cup. Друзья, мир в 2025 году – это поле напряженных конфликтов, экономических вызовов и экологических сигналов. От перехвата флотилии в Газе до медведей на Чукотке, от шатдауна в США до парадов в Китае, каждое событие имеет юридические и экономические последствия. Венгрия продолжает играть ключевую роль в санкционной политике ЕС, балансируя между Москвой и Брюсселем. Для бизнеса и граждан это время неопределенности, но и возможностей от зеленых инвестиций до новых дипломатических связей. Если вы хотите глубже разобрать какую-то тему, санкции, Северный поток или климатическое право, пишите в комментариях, следите за новостями. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи.